Всем привет! Это новости с Чалым, и с вами, собственно, Сергей Чалый. На этой неделе в Минске начались заочные суды над белорусами, которые покинули страну после протестов 2020 года. Первыми судили администраторов проекта «Черная книга Беларуси». Все обвиняемые получили по 12 лет, кто-то строгого, кто-то общего режима. Но 17 числа в Минске началось рассмотрение дела Координационного совета. Светлану Тихановскую, Марию Мороз, Павла Латушко, Ольгу Ковалькову и Сергея Делевского обвиняют в том, что конечная цель их действий заключалась в отстранении от власти законно избранных и назначенных лиц и возведении во власть других, в том числе на должность президента, участника заговора Тихановскую. То есть фактически в желании победить на президентских выборах. Ну а преступление против несменяемости власти – это же главное преступление всех диктаторских режимов. Вообще, практика вынесения заочных приговоров была типичной для сталинского времени. Например, за нарушение трудовой дисциплины с 40 по 43 год осудили более 5 миллионов человек. Для ускорения рассмотрения дел были даже изготовлены трафаретные приговоры, в которых просто место было оставлено для анкетных данных подсудимых. Понятно, что заочные суды лишают человека конституционного права на защиту от необоснованного подозрения и обвинения, не говоря уже о принципе состязательности сторон судебного процесса. Но не до прав и принципов, когда, по словам председателя Следственного комитета, инициировавшего поправки в закон, это было нужно для того, чтобы конфисковывать в доход имущество, оставленное в Беларуси заочно осужденными. Ну а заочно судить их приходится, потому что уже по признанию госсекретаря Совбеза запросы по политическим статьям на выдачу из цивилизованных стран не работают. И это уже приговор самой белорусской системе правосудия. Следующий шаг – это перейти от сталинской практики заочных судов к сталинской практике же внесудебных расправ. Раньше был ледоруб Меркадера, а в современной России это кувалда Пригожина. В предыдущих программах мы рассказывали о том, как она превратилась в символ беззакония военного времени и предсказывали, что в условиях эрозии правовых норм она обязательно найдет свой выход в мирную жизнь. И вот уже секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак грозит курскому депутату кувалдой Вагнера за то, что тот в непростое для страны время хвастался отдыхом в Мексике. Здравствуйте, братцы! Всех с Новым годом! Много денег, много хорошего настроения. Делаю себе специальный коктейль Мюнхенлагра. И тем самым кувалда легитимизируется как инструмент политической борьбы. И вот уже иркутский активист «Единой России» просит Турчака очистить отделение партии от предателей. Приобрели кувалду. Завтра мы ее передадим в отделение вашей партии в городе Иркутске. Очень надеемся, что она поможет вам в вашем непростом деле по очистке ваших кадров от недостойных людей и предателей. И вот она уже кувалда Вагнера Турчака. И это действительно символ, а не какой-то единичный пример нормализации уголовщины в сегодняшней России. Как минимум 3 уже мемориальные доски увековечили память уголовников, героев спецопераций. В Туле и Саратове доски установили убийцам, в Твери наркоторговцу. И если вы думаете, что невозможно переплюнуть торжественные похороны завербованного в колонии убийцы собственной матери, то вот вам похороны в Нефтекамске бойца Вагнера, осужденного за педофилию. К могиле его поставили почетный караул из детей. Но не так страшны почести мертвым уголовникам, как возвращение в мирную жизнь выживших. Информресурсы Пригожина показали 2 видео, где он напутствует наемников, у которых закончился контракт. Деньги есть, медали есть, адреналина выхлестнули столько, что вам еще для правнуков хватит, да? Поэтому старайтесь поаккуратнее. Те, кто захочет вернуться, ждем обратно. Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй, да? Не бедокурим. Милиция к вам должна относиться с уважением. Россия уже переживала в прошлом несколько волн прихода уголовных элементов в мирную жизнь. Как, например, после революции 17-го или Бериевской амнистии 53-го. И каждый раз уголовная эстетика, уклад, понятия оставляли неизгладимый след в культуре общества. Никаких сомнений, что это будет происходить и в этот раз. Вот, например, объявление о наборе наемников ЧВК «Вагнер» в Красноярске знакомит людей с вопросами при инициации новичка в тюремной камере. Вилкой в глаз или в жопу раз, в жопу дашь или мать продашь, и тому подобные неповторимые русские народные загадки.
Вообще замечу, что пригожинская идея о том, что выживший на войне преступник начинает жить с чистого листа уважаемым членом общества, является просто превращенной и извращенной формой идеи современного русского православия, где смерть на войне смывает все грехи. Помните, мы цитировали патриарха Кирилла ровно об этом? А эта идея, в свою очередь, является следствием фундаментальной проблемы русской церкви, о которой когда-то говорил диакон Андрей Кураев, ныне опальный. У нас есть идеал праведной смерти, но почти нет примеров праведной жизни. И потому, если война, то священная, если священная, то война. Итак, эта бессмысленная война находит в себе новый смысл. Украина создает себе новую религию – бандера-язычество, говорит некий глава правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора профессор МГЛУ Роман Силантьев. Что может этому помешать? Только мы. Наша задача все-таки это безобразие прекратить. И побыстрее. У нас только государство исторически спасало православных. Когда в конце 16 века была Брест-Литовская уния, решить ситуацию удалось только после присоединения этих территорий к России. И пофигу, что самозваные борцы с язычеством сами же с этим язычеством активно заигрывают. Заместитель главного шамана Российской Федерации спрогнозировал вхождение американских штатов Аляски и Калифорнии в состав России. В то же время он заверил, что в Российской Федерации идет постоянный рост, процветание, и весь мир смотрит на Россию как на локомотив цивилизации. В России в 2023 году не планируется никаких великих потрясений, потому что наша страна прошла точку бифуркации, и на сегодня мы набираем обороты. Но вообще подобные парадоксалии не являются чем-то необычным для идеологии русского мира, носителем которого являются так или иначе как российские элиты, так уже и белорусские. На прошлой неделе у нас был ударный залп сразу из двух концептуальных текстов. Один – это интервью главы Совбеза Патрушева «Аргументом и фактом», а другой – статья в «Известиях» Медведчука, кума Путина, обмененного на защитников Азовстали. Последнему, кстати, многие предрекали политическое забвение, но смотри ты, вылез, да еще и с программным заявлением. Мы прочитали оба этих текста, так, чтобы вам не пришлось это делать. Трюк был выполнен профессионалами, не пытайтесь повторить это дома. Казалось бы, они не содержат ничего, кроме стандартного идеологического бреда, уже знакомого нашим зрителям. Тут вам и противостояние Ротшильдов и Рокфеллеров, объясняющее всю динамику новейшей истории. Тут вам и зловещая фигура Джорджа Сороса, выполняющая функцию эвфемизма всемирного еврейского заговора. Тут и обязательная теория золотого миллиарда, транснациональная корпорация которого выкачивает ресурсы из остального мира, ограничивая его, остального мира, рождаемость с помощью идеологии ЛГБТ. Тут надо заметить, что вот это вот выкачивание ресурсов – это вообще специфическая патрушевская фишка, обучавшегося явно на методичках середины прошлого века. Проблема только в том, что современная экономика Запада уже давно не связана с переработкой природных ресурсов. И вообще, вы внешний долг США видели? Неизбежный крах скоро ждет доллар, эту ничем не обеспеченную бумажку. Запад, победивший в холодной войне, решил не останавливаться на достигнутом, а поставил своей целью расчленить Россию до размеров Московского княжества, и Украина является инструментом для достижения этой цели. Марионеточное правительство, которое угнетает русскоязычное население и противится естественной экономической интеграции с Россией. Весь этот набор конспирологических штампов был общим для этих двух текстов. И только у Медведчука в конце появляется нечто новое. Согласно ему, западная модель демократии принесла в Украину только партии войны. И потому Украина нуждается в другой демократии, представляющей интересы другой Украины. Украины тоже России. И этот пассаж может свидетельствовать как о личных планах Медведчука, так и о дальнейших планах России. Медведчук готов выступить в роли создателя такого правительства Украины в изгнании, с которым, например, в отличие от нынешнего руководства Украины, которое мира якобы не хочет, Россия готова будет заключить какой-то бутафорский мирный договор или привести это правительство в качестве оккупационного, как результат предполагающегося нового весеннего наступления. Но возвращаемся к общему конспирологическому символу веры или, как говорят наши нынешние белорусские и российские власти, уже не к теории, а к практике заговора. Согласитесь, практически никому не интересно слушать подобное из уст Медведчука, Патрушева, да даже Путина или Лукашенко. И при этом эфир Дудя с повторяющим ровно те же самые пропагандистские штампы Оскаром Кучерой за пару дней набирает более 10 миллионов просмотров. И этот феномен требует отдельного объяснения. Моя версия заключается в том, что и Путин, и Лукашенко, ограничимся пока ими, это настоящие параноики. И единственная их идеология – это идеология бесконечного пребывания у власти. Помните, мы начинали передачу с преступлений против несменяемости власти? И поэтому для них
Конспирологическое мировоззрение – это важнейший элемент политического выживания. В этой картине мира они не могут поверить в то, что их ненавидят бесплатно и искренне. И потому любая попытка сменить их – это глобальный заговор, который плетется, например, в центрах психологических операций, вроде черных пауков Бытгоща с помощью соцсетей и прочих методичек Шарпа. Такое мировоззрение насколько безумно, настолько же целостно и непоколебимо. Совсем другая история с рядовыми патриотами типа Кучеры. Набор пропагандистских штампов, который заменяет ему собственное мнение, выполняет функцию многослойной защиты их привычного и уютного мира от необходимости совершать как моральное, так и интеллектуальное усилие. И в этом смысле собеседник Дудя абсолютно типичен. Львиная доля комментариев под видео – это комментарии в духе «Я не могу такое смотреть дольше 20 минут, но, как же он похож на моего знакомого, брата, отца, парикмахера, таксиста, наконец». Такие системы взглядов собраны по принципу братской могилы подержанных фактов, полученных из сомнительных источников. Типа какого-то стримера из Америки, профессора из Сколково, инсайдера из правительства. Но было бы большой ошибкой пытаться в разговоре с такими людьми опровергать или, как сейчас принято говорить, расфейчивать эти факты. Инвариантом их представлений являются не факты, а теории. И если факты противоречат этой теории, черт с ними, тем хуже для фактов. И то, что вызывало как раз неподдельный интерес зрителя, это внутренняя противоречивость этих теорий, которая выявляется не далее второго уровня силлогизма. Если так, то вот так, а если так, то вот так. Не, я политикой не интересуюсь. Не, наверху же лучше нас разбираются. Не, погоди, ты что, хочешь сказать, что нами управляет безумный старик? И, казалось бы, уже вот-вот и Оскар Кучера сделает неприятные для себя выводы, но затем он снова прячется за многослойную защиту пропагандистских штампов. И кажется, будто общение с такими людьми бесполезно. Хотя огромное количество просмотров говорит об обратном. Делать это имеет смысл, но не ради них, а ради сторонних зрителей. Это были новости с Чалым. До встречи через неделю. Пока. И о прекрасном. Если вам мало было за последнее время признаков того, что природа смеется над нами, то вот вам последний, самый буквальный признак. В жерле действующего вулкана Килауэа на Гавайях озеро магмы нарисовало самый настоящий смайлик. Уважаемые зрители, теперь у вас появилась возможность поддержать программу подпиской на Патреоне либо разовыми донатами с карты на карту и криптовалютой.